Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Инспирационе. Таро на неделю. Куда заведет судьба? Давайте сделаем такой Таро-прогноз, как события недели с 1 по 7 сентября. Представляете, мы уже осень, первая неделя осени, время просто летит. И, конечно, останемся реалистами, поскольку это общий прогноз. Но я надеюсь, что чем-то будет полезен. Мы посмотрим в целом, каковы энергии на эту неделю. И, судя по вашим комментариям, у многих это откликается. Ведь не секрет, но все прогнозы, расклады – это какой-то альтернативный вариант развития событий. И когда мы слушаем такие прогнозы, мы все равно каждый думает о своем. И у нас сегодня тоже колода Таро ангелов-хранителей. И переложите на то, что нам показывают карты, о чем они хотят сказать, вашу историю. И я думаю, какие-то подсказки будут. Но все же мы сделаем сигнификацию или с кем готовы говорить карты, какую историю нам готовы они раскрыть. Кто вы? Нам выпадает карта императрицы. Я вот обратила внимание, относительно недавно я делаю такие прогнозы. И в каждом прогнозе нам показаны сильные люди. Ну, наверное, на моем канале в основном мало таких людей, которые смотрят как гадание. Потому что я часто об этом говорю, что я подаю карты с позиции позитивной психологии. Карта не просто нам дает какой-то сюжет. Каждая карта несет еще и смысл, ну, нагрузку вот эту, как нам действовать, да. И карта вот конкретно говорит о том, что, ну да, это, знаете, как удовлетворение, это изобилие по аркану императрицы, но это еще и какие-то действия наши, это создание чего-то, создание нового проекта. Не случайно, ну, чаще всего императрица, она в ожидании ребенка изображена, а здесь уже с малышом, забота. И пусть это буквально у кого-то забота о детях, забота о доме, о близких, но для кого-то это еще и о вашем проекте, наши новые проекты или то, что мы хотим осуществить, к чему мы прикладываем усилия. Для нас это наше детище тоже. И сама императрица, словно, посмотрите, ангел с крыльями. Вот есть какая-то ваша задача, задумка, помыслы ваши, мои дорогие, чисты. И вы-то сами надежные люди. Ну, сейчас мы раскроем. Вот такая шикарная, на мой взгляд, карта и сильная позиция. Но будем реалистами, не всегда императрице легко. И даже если меня смотрят сейчас мужчины, это не есть карта императора, не воспринимайте буквально так вот личностно, потому что по полу, конечно, мы не рассматриваем. Император – это другие энергии, это больше такая достижений энергия, да, я часто говорю, есть два мнения, мое и неправильное, все. Ну, вот активность какая-то, а императрицы нет, активность тоже есть, но это энергии в большем балансе, потому что ей еще нужно, помимо своих творческих проектов, семья, дом, дети, мера ответственности. Она совершенно другая, нежели у императора. Там больше приказы, а здесь непосредственные действия, забота. Что еще о вас расскажут карты, что сейчас? Ну, вот какая-то пауза, какой-то застой, а у кого-то просто путаница. Не знаю, как действовать. Хотя карта, она говорит о том, что, ну вот вам, пожалуйста, император тоже сюда же. Поэтому, мои дорогие, хоть девочки смотрят, хоть мужчины, две энергии. Может быть, это в отношениях между... У кого-то так проиграется в отношениях между партнерами, в браке, или пусть брака нет, дружба какая-то, отношения, которые какое-то время длились. Вот теперь эти отношения на паузе. И я могу предположить, что сейчас нам для кого-то карты могут раскрыть историю личной жизни. Дай бог, может быть, это как-то будет продвигаться на новой неделе. А 7 числа у нас идет лунное затмение. Могут активизироваться некоторые вопросы, которые касаются личной жизни. И для кого-то из вас, правда, это могут быть какими-то решающими днями, вот, да, может быть, плюс-минус 2-3 дня в районе затмения. И я должна сказать, ведь это коридор нам будет затмений открывать почти до конца сентября, закончится солнечным затмением. Но мы смотрим на неделю, и в конце недели
у нас происходит лунное затмение, поэтому по Луне это и наша эмпатия, это и наши чувства, это то, что нам дорого, это могут быть и вопросы, то, что мы хотим создать, да, или связанное как-то с нашими близкими, вот что-то подобное. Но все-таки первая карта императрицы, она может говорить о том, что вам приходится соединять и вопросы дома, вашего быта, какой-то рутины, мои дорогие, и есть какие-то ваши достижения или ваши, ну, вложенные во что-то, в какой-то проект усилия. И тоже, может быть, стоит на стопоре, потому что, ну, имеется в виду, уже мы абстрагируемся от личности, да, все-таки две карты, они хоть и старшие арканы, но они говорят о персонах некоторых. Но если мы абстрагируемся, то, может быть, по аркану императрица это как вы сами, да, и то, что вы будете продолжать, что вы будете завершать. Иногда по аркану император проходят структуры. Это вам нужно обращаться к каким-то чиновникам, с кем-то согласовывать вопросы, подписывать соглашения, договоры у кого-то по работе, у кого-то и по жилью тоже. Или заниматься детскими делами, может быть, там школа, да, или наоборот, дети уже выросли, ну так у детей там что-то, какие-то свои нюансы, они тоже к нам обращаются, и такое бывает. Но все же вот есть, значит, какая-то несогласованность, и есть какая-то пауза, заминка, прокрастинация прописана конкретно в семерке кубков. Ну, значит, вот, может быть, и вам уже надоело какое-то ожидание. Карта в первую очередь нам показывает, тут конкретно прописано выбор. Вот какой-то выбор вам нужно делать. Может быть, это вы сейчас стоите на этом выборе. Смотрите, из 4 карт 3 карты старшего аркана. Это у нас так выглядит колесо фортуны. 10 ангелочков. Это возможности конкретно. Фортуна. Прогресс какой-то, да. То есть мы занимаемся тем, что для нас служит прогрессом. Мы не тратим время попусту. Может быть, это вы уже настроены быстрее завершить какую-то путаницу или разобраться в том вопросе, или тема. Пусть это даже касается вашего жилища. Но, может быть, это, знаете, как что-то встало на паузу. И вы будете пытаться шаг за шагом, ну, по крайней мере, чтобы это продвигалось как-то. Но тогда пространство, Вселенная вам помогает. Но будьте готовы. Перемены, мои дорогие, при поддержке высших сил. Когда выпадает колесо фортуны, я всегда говорю, не теряйте времени даром. Может быть, вам придется оставить некоторые ваши планы на эту неделю и пересмотреть, переиграть. Собирались в одно место, а тут надо будет поехать куда-то в другое. Вот именно так могут складываться обстоятельства. Вы во власти обстоятельств или внешних событий, известий, новостей. То есть каким-то образом, пусть они не направлены вот конкретно на вашу личность, но вам нужно с этим всем правильно провзаимодействовать. Отодвину немножко карты, близко положила. Давайте достанем еще одну карту. Что сейчас? То есть это вот где-то не совсем, даже нам карты как будто первого ряда рассказали, чем вы будете заниматься, мои дорогие. И вот смотрите, 5-я карта праздника. Конкретно праздник. Это может быть и дружба, или какая-то коммуникация, может быть, какие-то контакты. Будьте внимательны к окружению и к тем людям, которые будут входить в вашу жизнь. Может быть, это новые контакты, новые знакомые, а может быть, я такое допускаю, все-таки у нас тут выбор и какая-то путаница. Так это из прошлого. Или человек, или какая-то ситуация будет возобновлена к новым решениям, и у вас праздник. Вот интересно, многообещающие карты, как будто так для всех. Видимо, в той или иной сфере жизни вот как вы на пороге важных свершений. А может быть, это в целом какая-то информация, которую мы в средствах массовой информации будем слышать. Может быть, это и, знаете, как сильные мира сего, те процессы, которые были запущены ранее. Они и продолжат развиваться, мы на это не влияем. Но нам будет сообщено, вот, может быть, мы с вами что-то такое услышим. Ну, вообще, очень добрые карты. К празднику, к радости, мои дорогие. Но для кого-то из вас помощь может быть действительно не просто высших сил, а, ну, назовите, это даже можем сказать, что как высших сил вам посылают какого-то человека, чтобы у вас появилась какая-то возможность. Это может быть даже чиновник или его величество случай, когда, да, вот
есть возможность что-то согласовать, договориться, бумагу какую-то важную оформить. И неважно, чего это касается. Столько старших арканов, тут у каждого что-то будет однозначно свое. Главное, мои дорогие, возможности в вашу жизнь стремятся. Давайте посмотрим, что нужно услышать или что важно учесть на предстоящую неделю. А ведь правда, что-то из прошлого, хоть и называется карта ностальгии, но это также карта достижений. И может быть это то, что вы прежде не могли сделать, а вот здесь будет новая возможность. Или объявится человек, которого вы знали, но по какой-то причине была пауза в отношениях. У кого-то будет так. Или возвращение какого-то дела, то есть это не совсем возвращение, а то, чем вы прежде занимались, а потом была пауза, опять же, да, или эта пауза у кого-то длительная была, у кого-то, может быть, заминка в несколько дней. Тут мы все разные. Но, значит, здесь идут именно новые возможности. Здесь будет, карта тоже говорит, но где-то вот то, что будет происходить, будет требовать от тебя и выбора, и активности. Ничего не будет происходить, если ты как ностальгируешь, да? А тут твои решения. Тут могут быть какие-то воспоминания, это да. И нас где-то, ну, так этот омут воспоминаний может закружить и опустить вот на глубину наших чувств или того, что мы себе прежде представляли. Но, видимо, нет, тут у нас реальность на пороге буквально. Поэтому нам, даже если какой-то человек, будьте вообще внимательны, если возможность или какой-то человек, или информация появляется в вашей жизни, это не происходит случайно. И я должна сказать, пусть это только первая неделя сентября, а в целом сентябрь, основные два момента. Во-первых, трудовой месяц, правда, много будет работы, много будет активности. Но есть и такой момент, как триггерная точка, болевая точка. Это наши уязвимости, они у каждого свои. У кого-то это на фоне привычек самых разных. И пусть эта привычка у кого-то не самая полезная, а у кого-то трудоголик. А что ж, так тоже бывает. Когда мы забываем о себе, и мы думаем, а у меня сейчас не получилось, а я сейчас еще раз так же попробую. Дай отдых себе. Ты обдумай эту ситуацию. Если действовать или пытаться решить проблему тем же самым прежним методом, мы понимаем холодным рассудком, что, скорее всего, у нас будет тот же самый результат. А если мы действительно хотим достичь чего-то, то тогда нам нужно и действовать как-то по-другому. Себя, может быть, свое отношение к чему-то изменить. Но, вот знаете, такой отправной пункт, как экзамен, может быть, да, не соскользнуть в эти эмоции. Это нужно учитывать, важно знать. Что еще нам важно знать? Ну, вот продолжают нам старшим арканом, и это аркан баланса конкретно. Готов или будь готова к компромиссу, мои дорогие. Самоконтроль идет по этой карте. И как будто придется собственные настройки менять. Это есть некоторые изменения в методах. Это все то, что я только что сказала. Может быть, эмоциональный баланс сохранять. С одной стороны, может быть, и договариваться придется. Или такие будут недвусмысленные ситуации, когда нужно кому-то сказать «да» или «нет», а вы не можете это сделать, потому что или его величество опыт прежний какой-то такой, ну, вам не хочется этого повторения. А тут может сложиться, почему, откуда создается компромисс? Потому что так как мы хотим, возможностей нет. А то, что нам предлагают или возможность есть, она нас тоже не очень устраивает. Поэтому такой удобоваримый средний вариант или кому-то из вас, что важно услышать, придется словно сидеть на двух стульях и вашим, и нашим. Вот я такое, хотя это дипломатия сама по себе, но здесь вот вы знаете, пусть не в этой колоде ангелов, хранителей, здесь может быть такая ситуация, когда оказия, его величество случай, или мы говорим не случайные случайности. И 14-й аркан, тот сам ангел. Вот там, где изображены персонажи именно с крыльями, это внешние события, внешняя обстановка. Это то, что мы не можем изменить. Это нам именно нужно провзаимодействовать. А там, где нет ни крыльев, ни изображения ангела, это то, что от наших решений и от наших действий зависит. Вот примите это во внимание. Но, видимо, баланс придется буквально держать, чтобы сделать и выбор, и, может быть, тут организация у нас идет
по аркану император, я часто говорю, основная задача до конца, точнее, 2025 года, это адаптироваться к какой-то ситуации, организовать свою жизнь по-новому. Вот у кого-то будут и организации, и какие-то структурные, точно, обращение в какие-то структуры, взаимодействие с работниками. И по королю мечей у нас могут проходить чиновники, люди, наделенные властью, люди, работающие по приказу, да, это и военные могут быть, это могут быть, ну, люди в погонах, не обязательно военные, погоны бывают разные. Это могут быть врачи, люди в форме. Но все работают по приказу. Есть от и до, как будто рамка, да, вот такая. И в рамках собственных полномочий человек вам призван оказывать консультации, какие-то услуги, давать советы. Нет крыльев, но это карта эксперта. Это карта человека, которому мы можем доверять. То есть это какая-то достоверная информация, которую мы можем узнавать, да. Могут быть, конечно, по этой карте буквально, да, с чем мы, с кем мы столкнемся. У кого-то это может быть, у нас все-таки императрица, император, да, люди, рожденные под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолеи, или имеющие там асцендент, или люди, которые, ну, вот так, вот они как-то хладнокровно некоторые вопросы могут решать. Они тоже, как император, на своей волне. У кого-то, может быть, история личной жизни тоже проигрывается. Просто в этом тогда будет, мои дорогие, подсказка. Или по этой карте идут юристы, адвокаты. То есть вот нужно держать и баланс, и четко понимать, как в отношении вас работает закон. Правда, тут вверху император, какие-то согласования как будто предстоят. Ну или, может быть, информация, что же еще. Ну вот посмотрите, вот для вас, если вверху у нас колесо фортуны, я сказала, прогресс, фортуна, то есть удача, по сути дела, да, тут ведь вот эту фортуну нужно еще и ухватить, не отложить что-то на потом, карта это предусматривает, а то ты отложишь на потом, а вот завтра буквально уже как будто энергии поменяются, не будет тех энергий, которые прямо сейчас есть. А вот если прямо сейчас мы, я говорила, переключаемся на решение другого вопроса, то с кубков, что может быть приятнее, да, и это эмоции, приятные эмоции, это конкретно ваши какие-то решения, интуиция, но у кого-то по личной жизни прогресс или важные договоренности, пусть это даже будет касаться дел конкретных, согласований, юридических вопросов, но тогда вы остаетесь довольными, но для этого нужно как будто ухватить вот эту жар-птицу за хвост, да, или успеть куда-то запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Или принять во внимание, что да, вот как я тоже говорила, не все нам нравится, а других-то вариантов нам не дают. Поэтому мы ищем компромисс. Но тогда и этот компромисс вас оставит довольными. Что еще? Что нужно услышать? Ох. Может быть, это у кого-то решение вопросов с домом, с детьми, опять же. Вот смотрите, карта императрицы и королева земли, ну или королева Пентаклей мы называем. Это карта доброго человека, практика. Но это еще и, знаете, это те люди, на которых мы можем положиться. Поэтому, может быть, доверенное лицо, может быть, тут какая-то история такая разворачивается, пусть это в лице какого-то, ну, как доброжелательно, который дает дельные советы, может быть, даже иногда и чиновники не ставит нам препонов. Вот как, знаете, пространство открыло двери и свело с нужным человеком. Я такое могу предположить. Но это могут быть и вопросы семьи, дома, ваших достижений. Очень похожая энергетика по аркану королева земли или королева Пентакли и аркан императрица. Поэтому здесь, как и на проекты какие-то ваши, ведь это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Вот мы тоже, видимо, будем организацией заниматься. Может быть, и придется где-то так к компромиссу переходить. Может быть, и придется адаптироваться к чему-то. Но, видимо, главный эффект какой от этого, главный результат. Посмотрите, уже за неделю мы имеем какой-то результат. Или, по крайней мере, понимаем, для чего это было все нужно. У кого-то могут проиграться, ну, люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или
которые имеют там асцендент, или это люди, опять же, надежные, да, или это наши близкие, это супруги мои дорогие тоже, да, или вопросы вашего дома, связанные с детьми. Вот такие какие-то очень важные вехи и согласование, какая-то конкретика, рационализм, ну и приятные эмоции. То есть, по сути, это уже мы приходим к какой-то реализации. Но для этой реализации и не замечтаться, действовать вовремя, но и держать дипломатию, баланс. Ладно, давайте мы спросим, в чем риск на предстоящей неделе? В чем риск, правда, наш? С 1 по 7 сентября. В чем будет заключаться риск? И я тут больше вижу, что мы от чего-то откажемся. Не просто вот нам предложили, а мы отказались. Вот смотрите, у вас два туза, таких волшебных, одни из самых лучших вот сочетаний. Тут и радость, да, какая-то реализация. А вот смотрите, на дне оказался у нас еще паж кубков. Пажи – это всегда информация. Но и здесь, знаете, опять же проходит доброта, искренность, интуиция. Но наш паж держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова. Рыба – это еще и прообраз, мои дорогие, нашего благополучия. И с одной стороны, это финансовый достаток, с другой стороны, перемещение, путешествия, переезды. Может быть, вот всего этого касается, как и перемещений каких-то, может быть, далеких, а вот для кого-то недалеко, но часто тут такое может быть, и решение каких-то вопросов, которые в целом можно свести к благополучию или к финансовому достатку. Или пусть это будет имущество, да, движимое, недвижимое, но тоже где-то это с финансами граничит. И не случайно у нас туз земли, опять же, финансы. И вот здесь, знаете, как и успех, изобилие конкретно. Но это возможности, ресурсы. И нам не случайно мальчик показан с книжкой под мышкой. И вот этот эффект бабочки, он говорит, знаете, как в физике, эффект бабочки, есть такой термин, когда от взмаха крыльев бабочки где-то на другом конце континента или на другом вообще континенте происходит некоторая вибрация, и эта вибрация доходит до нас и касается нас самих. Это новости, которые происходят где-то в мире, правда, в средствах массовой информации, и сам по себе туз Пентакли или туз Земли означает тоже информацию, которую мы слышим или в средствах массовой информации. Может быть, мы получаем сообщение на e-mail, может быть, это мы получаем звонок какой-то, да, или письмо, бумагу, ну вот что-то такое, тут у каждого по-своему. Но это может быть еще и ваше решение. И мы готовы учиться, мы готовы к новому жизненному этапу. Так вот, это не есть, что нам буквально на блюдечке принесли и сказали «возьми». И мы можем взять, можем не взять, отказаться. А это еще нужно рассмотреть и увидеть. И быть готовым буквально учиться, может быть, учиться новым обстоятельствам или жить при новых обстоятельствах жизни. Вот, по сути дела, этот самый где-то компромисс нам совершенно необходим. Ладно, в чем еще риск? А мы можем этого не увидеть. Две шестерки. Шестерка кубков, я говорила, да, в предыдущем ряду. Шестерка мечей. Знаете, переверни страницу собственной жизни, как напиши повесть с новой, с чистого листа, с новой страницы. И знаете, тут есть, конечно, элемент надежды, но это карта мужества. Когда у нас хватает мужества идти вперед? Вот в чем риск, мы спросили. Тут нужно действовать, причем действовать аккуратно, осторожно и учиться, быть готовым к тому, что придется и себя менять, может быть, и жизнь менять. Ну вот перемены, мои дорогие, на пороге. Почему-то на эту неделю. Значит, даже информация, которую мы с вами слышим, про информацию нам уже несколько раз сказали карты. Она будет иметь какое-то очень главное, принципиальное значение. Мы ведь можем отмахнуться и сказать, не, я еще подожду. Нам уже сказали, потеряешь время. И шестерка воздуха, она говорит, что идти вперед придется. Но это возможность отплыть от того берега, где ничего не растет. Но для этого нужно мужество, мои дорогие, решиться на первый шаг. Искусство первого шага, наверное, оно всегда самое сложное. Это как в неизвестность шагнуть. И мы ведь еще не знаем, что нас там ждет. Нам показан человек буквально под парусом. У нас парус тут показан, ну, как с изображением ангела, да, ангел с крыльями,
как благословленный какой-то путь, дорога. И по шестерке мечей, вы знаете, вообще-то тут трудовые проекты какие-то, или пусть это ваше творчество, или то, чем вы занимаетесь, изменения на работе, изменения, когда вам становится что-то интересно, вы начинаете, может быть, даже с нуля что-то изучать. Вот не случайно королева Земли нам выпадает, я говорила, она из любого хаоса отстроит порядок, даже если с нуля. Вот кому-то предстоит переезд или какая-то поездка, иногда шестерка мечей об этом тоже говорит. Мы можем побояться и не сделать этот шаг. Мы можем от чего-то отказаться, потребуется мужество и желание идти вперед. В чем еще риск? Да, мы можем отказаться и сказать: нет, я подумаю. Это четверка воздуха, опять же, приведи мысли в порядок. С одной стороны, это какая-то пауза, но, может быть, эта пауза и нужна. Полчаса, час. Обдумать так вот рационально, не отложить что-то на завтра. А мы можем сказать: ну нет, вот я все-таки не решусь, и упустим время. Мы об этом говорили. Ладно, давайте тогда с вами узнаем, что вас удивит, мои дорогие. Что вас удивит в ближайшую неделю с 1 по 7 сентября? Что же вас удивит? Что вас удивит? Слушайте, какие-то возможности. Вы посмотрите. Колесо фортуны, туз кубков, десятка кубков. Может быть, и удивит кто-то из близких, из семейных или того круга людей, которые вхожи в ваш дом. Но это буквально семья, любовь, радость. Вот для вашей радости что-то тут свершается. Может быть, это и происходит как-то даже криво, неожиданно. Я такое могу предположить. Много старших арканов. И это всегда, как я уже говорила, внешние события или решения других людей. Но для вас-то это во благо. И пусть оно поначалу непонятно или как-то вот несуразным нам кажется, но вас удивляет, может быть, и какой-то человек. Но это может быть для кого-то из вас отправная точка нового качества жизни. Что вас удивит? Да правда. Здесь какое-то изобилие процветания, но при этом ваше продолжение чего-то. Ведь по восьмерке Земли это карта нашего успеха на сегодняшний день. Это когда усилия не пропадают даром. И когда я говорю: работай, у тебя все получится, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Мы определяемся, что мы будем продолжать, в каком ключе. И сейчас уже вам что-то знакомое, может быть, это по работе, какие-то такие радостные события. Я бы сказала, что вас удивит. Тут и по работе что-то удивит, но и в личной жизни вас тут тоже что-то удивит. И тут у каждого по-своему, потому что вверху, опять же, колесо фортуны. Я допускаю, что радостная какая-то новость или добрые вести от ваших близких, а может быть, это какой-то неожиданный даже момент, но так или иначе, вот касается вашей семьи, а если вы сейчас один или одна, но кто знает, может быть, важная дружба даже, да, или важное какое-то знакомство, или согласование вопросов по недвижимости, или по вот где место вашего пребывания. Ну, перекладывайте на себя, тут же мы все разные. Ну и решение денежного вопроса. И если вы ищете работу, да, пожалуйста, 1000 способов. Самое главное, не бойтесь рассматривать новые варианты, я имею в виду, или искать даже, да, сфера же деятельности может быть где-то другая. Вполне вероятно, даже ваши дипломы, ваши знания в другой сфере деятельности, которую вы прежде не рассматривали. Вполне они и там очень востребованы, а вы этого не видели. Тут ведь надо увидеть, да, новое что-то. Ну, я как вариант предлагаю. Ну, посмотрите, вот эта неделя, она может быть отправная точка какого-то нового волшебного маршрута. И вот эта путаница, какая-то пауза, она может быть закончена и от ваших действий. Но мы же можем сказать, что не, ничего, я еще подожду. В каждом ряду у нас практически существуют карты, когда мы можем, ну, предпочесть бездействие, как по семерке кубков, да? Так и тут соскользнуть, я говорила, шестерка воды в ностальгию, так и четверка мечей, я еще подожду. Ну, вот как-то так. Ладно. Кстати, решить вопросы по деньгам тут тоже может быть. Но будьте готовы, что это вы будете действительно детализировать, изучать. Концентрация даже от вас потребуется. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Куда заведет судьба? Давайте узнаем. Последний ряд карт.
Неделя с 1 по 7 сентября. Куда заведет судьба? Или к чему все идет? Куда же тут заведет судьба? Вот, скорее всего, какое-то направление будете менять. Но это будет еще и выход из лабиринта своего рода. Ангел как будто нам так вот на заднем фоне невидимо присутствует. Любая новость, любая информация или любой человек, который появляется в вашей жизни, это не просто так. Вам нужно это как-то правильно провзаимодействовать. Коммуникации сами по себе, имеется в виду какое-то общение, контакты. Это не происходит, ну, просто так, не знаю зачем. Анализировать что-то вам придется. И, может быть, это вы как новое направление выбираете, потому что, опять же, получаете какую-то информацию. Или кто-то из вас информацию получили, и дальше смена приоритетов каких-то ваших тоже может произойти. Ведет вас судьба в каком-то именно нужном направлении. Главное, самому не соскользнуть. И вроде бы как вы не один и не одна. Король Земли. Да, это карта консерватора. Это того человека, который чего-то достиг. Причем он достиг сам, поэтому и стал где-то консерватором. Сложновато с вдохновением у этого человека, но это проходят люди надежные. Может быть, и буквально это у кого-то люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или там имеет асцендент. Вот то, что я перечисляла как со ссылкой на знаки зодиака, это вот из любым из этих знаков зодиака можете быть и вы сами, или, опять же, ваш асцендент. Я такое допускаю, или человек такой, или просто энергии человека таковы. И вы знаете, ведь это люди, которые добрые, и на кого мы можем опереться. Это тот, который готов делиться. Он буквально хлеб держит и предлагает. Может быть, это иногда вопросы с банками. Но вы посмотрите, меняется, если вы сами словно так немножко причесываете, может быть, и свою жизнь, несколько видоизменяете, готовы к компромиссу. То, чем вы занимаетесь, это может касаться работы, заработков. Тут есть какая-то реструктуризация, это точно. Хотя, может быть, и не вы инициируете, и никуда вы не переходите. Я могу допустить на работе смена руководства, смена режима, графика работы, смена что-то там в приказах, то, что вам объявляют, и вы услышите. То есть, ну, какое-то взаимодействие будет. Будет и много информации ложной. Доверяй, но проверяй. Это нужно будет, ну, где-то принять во внимание. Ладно, куда заведет судьба? Опять возможности. Паж Земли или Паж Пентаклей– это готовность к учению, но, или к обучению, да, но это карта радости. Карта, когда вы все-таки получаете либо документ, либо какое-то свидетельство, либо какое-то сообщение. Ну, как отправная точка нового маршрута. И ваша задача на что-то решиться. И тоже нам, как и, посмотрите, похожие отчасти карты. Здесь у нас мальчик с книжкой, и здесь у нас молодой человек. Вот первый этап, а это как второй уже этап чего-то, новых возможностей. Поэтому ничто не происходит просто так. Вас ведет шаг за шагом, посмотрите, сначала решиться. Тут мы можем идти и не одни, это точно. Какая-то новость вот эта или пусть информация, она тоже перед вами шаг за шагом открывает как новую палитру возможностей. Ладно, так к чему все идет? Изобилию, процветанию. Вообще тут наши желания, мечты, счастье. Вот конкретно 3 слова в девятке кубков в колоде ангелов. И обратите внимание, если сложновато сделать этот выбор, то с мечей ангел благословляет. А здесь это уже все без ангелов, без крыльев, все 3 карты. Тут все зависит от вашего решения. А вот по тузу мечей или тузу воздуха, это решение, оно не такое простое, мои дорогие, и это правда, будьте к этому готовы. Но это ведет к тому, что сбываются наши мечты. Мы же можем, ну, опять же, застрять, думать, а нет, я еще подожду, мы можем потерять время. Вот эти карты ожидания или какого-то важного выбора, когда нужны действия продуманные, но уж точно не пауза. Есть в каждом ряду, если вот мы говорили, 3 ряда выпали, есть 7 у нас кубков, 6 кубков, да, здесь у нас как 4 мечей или туз мечей. Тут ведь тоже нужно вот выход этот из лабиринта принять, увидеть, решиться. Ладно, к чему все идет? Ох,
Ладно, 2 карты. 3 карты. Ну, как-то так получилось. Вот смотрите, новое направление. Практически вот этот меч как будто говорит, в одной руке букет держит, а в другой показывает, что нет, я теперь как будто иду в другую сторону. И это интеллектуал, это какие-то ваши обдумывания, безусловно, и это не есть сознание, великий шаблон, а это имеется в виду интеллект. И это есть, знаете, как мы сами себя мотивируем на новое направление. Или когда мы понимаем, что мы хотим завершить какую-то долго тянущуюся историю, из которой мы уже не видим выбор. И выхода, и выбора. Но и тогда нужно решиться. Это все то, что я уже говорила. Но выбор, опять же, он есть. И мы не можем в 2 стороны пойти. Вот правда, 2 выбора. У кого-то как аркан влюбленный, так и аркан двойка кубков будет говорить о личной жизни. О личной жизни, хотя это старший аркан. Вот нет изображения ангелов, да? Как на двойке кубков, так и на рыцаре мечей. Но на карте влюбленной, на старшем аркане, сам ангел благословляет. Вы знаете, здесь эмоции, да, тут опять же есть и выбор тоже, но это и какая-то реализация. Карта всегда говорит, старшего аркана влюбленные, сепарация, только иллюзия. И у кого-то куда заведет судьба, какое-то примирение важное будет. Может быть, это у кого-то касается работы, а у кого-то личной жизни. А может быть, это тот компромисс, который нужно принять. По крайней мере, на какой-то короткий срок. И от этого будет зависеть и ваше изобилие, процветание, какие-то новые возможности. И у кого-то и любовь тоже. Я такое допускаю. Посмотрите, какие удивительные карты вам выпали. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарна за вашу поддержку моему каналу. Я благодарна за ваши душевные, искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.